Всем доброй ночи. Итак, я сегодня решила посвятить этот вечер, эту ночь темам приворотов. В данный момент я хочу поделиться с практиками снятием приворота на крови. Еще раз говорю, снимать привороты, наводить, снимать порчи, наводить, снимать определенные болезни, наводить и прочее делают только практики. Те, которые пропагандируют, что любой человек может снимать порчи, привороты и прочее, это обыкновенные шаромыги и мошенники, которые просто играют на чувствах дураков. Я по-другому не могу назвать, потому что тот человек, который верит, что может сам снимать или наводить приворот, или снимать порчу, он никто иначе, как лох. И попадается в этот лохотрон. И туда ему дорога, собственно говоря. Я не собираюсь спасать лохов. Я уже говорила 100 раз. Если человек настолько туп, что прежде чем делать такие вещи, хотя бы не знакомиться вообще, что это такое, откуда пришло и что при этом вообще берут у практика, прежде чем разрешить ему такие вещи снимать и наводить, и считает, что он и может точно так же наравне с колдунами снимать привороты, и тот, который внушает, недалекий, и тот, который внушается, недалекий. Но это их проблемы, я не буду вообще зацикливаться, скажем, и размениваться на всякую мелочь и хрень. Снимаем приворот на крови. Только практикующие, больше никто. Итак, версий снятия приворота на крови много. Очень мало рабочих и сильных. Я вам предлагаю свою версию. Есть два варианта. Либо снимается на кусок мяса с кровью, либо снимается на живую курицу. Если человек находится далеко, не имеет возможности приехать и просит снять со своего супруга, сына, с мужа, супруга есть муж, собственно, с кого-либо этот приворот на крови, если он есть, конечно, если вы увидели. Как навести, я не буду говорить, потому что обычно женщины узнают у ведьм и наводят приворот на крови, на менструальной крови, не только менструальной, кстати, я вам скажу, любой крови, она сильна. Просто менструальная кровь обладает определенной энергией и информацией. Но навести можно и на обычной крови. Покапать и сказать кое-что. Я сейчас этого говорить не буду, чтобы вот эти все недалекие дурочки не побежали наводить на свою голову привороты. Потому что приворот – это, как правило, порча, и очень сильная порча на мужчину. И те, которые пропагандируют привороты и строят свой бизнес на приворотах, они есть мошенники. Потому что ни один достойный, уважающий себя практик не будет пропагандировать. Да, мы делаем привороты. 1 на миллион можем делать, если достали, за очень немаленькую плату. Не просто так и не каждому. Но говорить о том, что мы будем всем подряд делать привороты, и что приворот – это спасение, и тут же предлагать всем привороты, это могут только шаромыги. И шаромыги только могут говорить, что приворот может снять обычный человек. Это невозможно, нереально, такого быть не может. Не зная эти силы, не имея силу, не имея разрешения, не имея способностей просто всем подряд раздавать снятие, давайте дальше верьте в эту чушь собачью. Итак, если человек далеко находится, если у вас есть возможность за этого человека, за ту плату, которую он отдает за эту работу, брать курицу. Курица может быть любая, только темного цвета. То можете снять на курицу. Положите фотографию на черный алтарь. Черные свечи и 1 красная свеча. Свяжите лапки курицы, положите на фотографию. Проведите черной свечой вокруг курицы против часовой стрелки.
читаете 13 раз, после чего курицу нужно зарезать и оставить где-нибудь в таком месте, где ходят бродячие собаки. Вы должны это место уже заранее знать, присмотреть и сделать это. Если нет возможности таким образом поступать, берете кусок мяса с кровью. Но с куском мяса с кровью нужно делать 3 дня подряд, то есть 3 ночи подряд. А с курицей достаточно одного раза. Хочу вам сказать, что иногда бывает, что до конца ритуала курица может умереть. Или может стать им, этой курице, плохо. Такое может быть, рассматривайте такие варианты и не пугайтесь. Это вполне нормальная вещь. Итак, фотографии человека, либо рубашка человека, потому что очень редко, чтобы человек признавался в том, что на нем приворот, уж тем более на крови. Как правило, мужчины не верят в это. Даже привороженные мужчины до последнего борются за то, чтобы, что это чушь, что это невозможно, такого быть не может. И он просто сам влюбился, и нечего сочинять всякую всячину. Потом, через некоторое время, когда без его ведома снимается этот приворот на крови, он просто охреневает, когда у него раскрываются глаза, и он понимает, с кем рядом он находится. Итак, либо кусок мяса с кровью на тарелку положить, на фотографию, начитать 13 раз и отдать бродячим собакам. И делать это 3 ночи подряд. Либо покупайте курицу темного цвета, не обязательно черная, но темная курица. Связывайте лапки, ложите на фотографии, на алтарь, читаете 13 раз. Точно так же вокруг, сверху проводим против часовой стрелки 13 раз и читаем. И с курицей достаточно одного раза. После курицы нужно зарезать и оставить там, где эту тушку съедят бродячие собаки. В общем, это 2 версии, но заговор один и тот же. Итак, заговор. Огнем свечи заклинаю, силу в помощь призываю, кровный плен сейчас снимаю, что навели, то убираю. Снимаю огнем свечи, дымом и словом, переношу на мясо с кровью или на курицу с кровью. Через кровь женскую пришла, через кровь животного ушла, мясо собакам брошу, заклятие навеки разрушу, дымом в небо уйди, огнем сгори, с кровью уходи. Псине мясо, псина мясо съест, через кишок перенесет, да через дерьмо кинет. Приворот кровный через кровь его имя покинет. Снято, 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 заклято. Я думаю, что когда Яна запишет, она всегда пишет под каждым роликом, каким образом это все делать, снимать, и заговорные слова, извиняюсь, устала очень уже, 2 часа ночи. Для практиков это будет очень ценная информация, потому что не все умеют снимать. Стараются, пытаются разными способами снятия, а вот это напрямую снятие именно приворота на крови, она эффективнее всего, потому что сразу даешь задание, задачу силам, что надо тебе сделать, что надо снять, и они это выполняют. Всем удачи!